Вот такой вот катер у нас. 5,80 длиной. Здесь просто он ехал на прицепе в дождливую погоду, и поэтому немножко грязи есть. Значит, так он вообще в идеальном состоянии был покрашен борт по нашей инициативе, так как все в стандарте, они идут голый алюминий. Мы захотели нечто эксклюзивное. Покраска стоила 700 тысяч рублей, так как алюминий не просто красить, там нужна была безумная технология, очень дорогие компоненты, потому что все-таки он ездит в воде. Значит, прицеп Респо, у прицепа пробег 300, максимум 500 километров. Резина, литые диски, дополнительное колесо, шнуровка и, соответственно, подключение к автомобилю габаритные огни. Двигатель стоит Mercury 100 сил. На двигателе 198 часов пробег. По состоянию двигатель новый. То есть он обслуживался вовремя и никаких проблем. То есть даже винт стоит стандартный металлический, потому что это дорогой винт, он 34 тысячи стоит. Также здесь находится аккумуляторная батарея с предохранителями, датчики, подсветка воды, это выдув воды лишний. Доска здесь стоит так, чтобы не цеплять землю, потому что когда в горку поднимаешься, мы пару раз цепляли двигателем землю. Также лесенка стоит. Здесь рундук с всяким электрическим оборудованием, насос, блестит. По внешнему виду, наверное, все. Стекла затонированы, стекла новые, они затонированы, но они супер черным цветом, потому что если кататься вечером, то будет дискомфортно. Установлен электрический якорь, фароискатель, который работает от пульта дистанционного управления, габаритные огни. Так, поднимемся наверх. Значит, покрытие тиковое. Внутри катер открашен в черный цвет, матовый. Специальной краской, она не царапается. Открывается борт. Значит, салон сделан из толстенной прочной кожи, которая также не вытирается, не боится воды. В переднем отсеке находится рундук. Это все из нержавейки. Там располагается лебедка. Также есть небольшая ниже подступенок, на котором можно также сидеть. В задней части находится также рундук. Вот, кстати, часть тента. Он новый, его ни разу не одевали. Крыша откидывается, и получается полноценная кабина.
Ну, по двигателю здесь нечего сказать. Значит, что касается оснащения. Оснащение установлено Garmin 15 дюймов для поиска и сканирования, для поиска рыбы и сканирования дна. Также с функцией загрузки карт. Дальше идет датчик положения двигателя, то есть когда он поднят, опущен полностью. Тахометр. Здесь моточасы, бензобак, вольтаж, USB зарядка, обычная 12-вольтовая зарядка. Это подсветка воды, по периметру стоят специальные фонари, которые подсвечивают в голубых тонах воду. Ходовые огни, фара, насос откачки воды и система GPS. Также пульт управления фарой, она крутится на 180 градусов, в зависимости от надобности. Можно под ночное время пулять в воду и слепить рыбу. Также пульт дистанционного управления от лебедки, от якоря. Это стационарные кнопки от якоря. Здесь установлена достаточно дорогая аудиосистема, 250 ватт колонки с функциями Bluetooth подключения. Можно подключить монитор, здесь телевизионная антенна есть, но мы не стали ставить, потому что это не увидели смысла в этом. USB, AUX, ну то есть все современные функции присутствуют. Штурвал, ну, штурвал стандартный, достаточно толстый и удобный для охвата. GPS антенна для радио, потому что там радио через GPS еще может работать в местах, где нет точек подключения. Ну, соответственно, вперед-назад ручки, страховочный ремень, зажигание. Подсветка воды, это надо. Сейчас я включу. Предохранитель. Массу включу. Вот подсветка воды. Включилась везде по всем сторонам. Также показывает заряд аккумулятора. Это немаловажная штука, потому что можно забыть и высадить аккумулятор и потом не завестись. Но здесь стоит датчик, он будет пищать, если будет заряд ниже нормы запуска двигателя, начнет орать. Вот. Ну и все, наверное. Больше сказать нечего. Ну, двери, соответственно, закрываются таким образом. Получается полностью закрытое пространство. Ветер, вода не поступает. Он, конечно, немножко в пыли, но чистить его сейчас бесполезно, потому что в гараже крыша не поднимается, высоты потолков не хватает. Таким образом, все, по-моему, про катер рассказал.